Я в Господе много лет, и периодически, может быть, раз в сезон, раз в квартал, я снова перечитываю о причастии, то, что написано. И недавно опять я изучал, обложился книгами, греческим, разными справочниками, склонение слов, для того, чтобы понять, что же там было все-таки не так. Что там было не так? Почему многие больны, немощные и умирали в церкви? И вот очередной раз я читал для того, чтобы найти ответ. Что? Чтобы самому делать правильно, в первую очередь. Не для того, чтобы учение дать, а чтобы самому разобраться. И последнее мое изучение, оно меня утвердило в том, что ни в коем случае в церкви между людьми не должно быть никакого раскола. Я вам даже даю домашнюю работу. Возьмите всю эту главу, где это Павел описывает, кто там достойно, недостойно принимает, как они собирались на вечерю, из чего он начал беседу. Просто выше немножко, обратите внимание, как он их осудил, что они между собой допустили раскол, и потому они не на доброе, а на злое собираются. И потом он эту ситуацию с причастием приводит как пример, почему нельзя в теле Христа раскалывать. Но посмотрите выше, чуть-чуть выше, чтобы понять, что он имел в виду. То есть быть разделителем, раскол между людьми, вносить раскол, разделять тело Христа, это является очень тяжким преступлением против тела Христа. Потому я всем вам говорю, знаете, пусть дерутся, пусть ругаются, пусть там спорят в комментариях, посылают друг другу огненные стрелы в комментариях, но вы никогда не становитесь в позицию раскола тела Христа. Лучше останьтесь обиженным, где-то пусть ваше мнение там растопчат, пусть еще что-то, но не становитесь человеком, который раскалывает тело Христа. Потому что там, где он говорил, что между вами есть разделение, слышу, что когда вы собираетесь вместе, между вами есть разделение. Это слово, оно означает не просто разделение во мнениях, означает раскол. То есть люди полностью раскололись. Одна половина от другой раскололась. То есть они становятся врагами, эти люди. Вместо того, чтобы быть телом, то есть люди строят раскол и вместе не хотят ничего делать общего. И это и является главной виной. То есть, что он вменил, и потом, почему он объяснил про Иисуса, когда он, наоборот, всех объединил своей кровью и своим телом. Поэтому я очередной раз для себя получил утверждение, что этот путь миротворца, он лучше. Пусть ругаются, пусть там обливают друг друга грязью, пусть все что угодно делают, я в этом участвовать не хочу. Кто-то там что-то, я добьюсь правды, я там кого-то выведу на чистую воду, я там и то сделаю, и то сделаю. Пусть что хотят, то и делают. Займите позицию миротворцев. То есть, чтобы тело Христа созидалось, а не разделялось. Станьте на мою сторону, давайте это сделаем, давайте... Нет. Станьте на светлую сторону. И сохраните себя от каких-то проблем. Потом, мне нравится позиция нашей церкви, мне нравится, что мы не используем кафедру для политических целей, не духовно-политических, не физически-политических, что мы не выясняем здесь отношения, кто зя, кто нельзя, кто белый, кто черный, и слава Богу. И на домашних группах тоже используйте домашнюю группу как место объединения, сплочения, наоборот, затягивания хороших отношений, лечения возникших ран, ситуаций или каких-то там трещин, наоборот, чтобы их... Что делать с трещинами? Чтобы что-то сделать, чтобы наоборот, В общем, сделать так, чтобы трещина не росла, а наоборот, исправить это.